Екатерина, почему партнеры нарциссов, психопатов, абьюзеров очень часто имеют онкологические заболевания? Очень сложный, болезненный вопрос на самом деле. Я расскажу историю, когда у меня был наставник в свое время, я у него очень многому научилась в их семье. Ну, я видела пример здоровых отношений. Это очень крутой, мощный психолог, и он был моим наставником. У него я обучалась как раз вот этой всей специфике отношений. И он меня в свое время поддержал тогда, когда я выходила из своих абьюзивных отношений, и он мне тогда сказал такую вещь. Он говорит: Кать, смотри, женщина, которая находится в деструктивных отношениях, если они не выходят из них, какие ее ждут пути? Первый путь – сойти с ума. И я, кстати, была на грани даже где-то. Я рассказывала, что я ходила возле... Я не могла справиться с этой всей болью, которая на меня накатила. То есть женщины сходят с ума. И действительно таких вещей очень много. У меня знакомая в психушку попала. Я знаю, даже мой адвокат, который мне помог решить вопросы, он абьюзер сам по себе, он довел до психушки первую и вторую жену. То есть сойти с ума. Второй момент – женщина кончает жизнь самоубийством. Таких историй тоже дофига, к сожалению. Третий момент – женщина заболевает раком. То есть чаще, и это, кстати, самая частая история, когда женщина заболевает раком, потому что она вот это все терпит, она эту боль не трансформирует, не проживает, не меняет свою жизнь. И таким образом, для того, чтобы как-то выжить и просигнализировать тело, оно кричит: ну, остановись, что-то происходит не так. И вот такая, к сожалению, участь. У меня была клиентка, в Риге была клиентка, которая ко мне обратилась, у нее был рак шейки матки. Она как раз вышла, еле выползла из отношений с нарциссом, и она поняла, что нужно и не только лечить заболевания, но обязательно работать с психотерапевтом, потому что вопрос нельзя решить только на физическом уровне. И вот мы с ней работали, у нее пошли очень крутые изменения, и она мне буквально неделю назад, наверное, прислала сообщение, то есть это прошел год, она мне прислала сообщение, что она получила результат анализов, и у нее нет вообще даже никаких следов. При том, что когда она ко мне пришла, и был вопрос о том, чтобы все удалить и вырезать, потому что врачи настаивали на этом. И мы с ней работали, и, безусловно, она там применяла еще другие вещи, и мы с ней работали как раз в первую очередь с самооценкой, потому что после отношений с вот этим нарциссом он очень сильно по ней проехался, ее психика была подорвана, ее самооценка была подорвана. И я как раз работала с ней с вот этими всеми вещами. И да, к сожалению, женщины доходят до рака. И это такая болезненная тема, и больно на это все смотреть. Я думаю, Вика, и тебе больно смотреть, возможно, и вам тоже больно смотреть, когда женщина погибает. Когда она погибает от того, что вот она находится в таких отношениях и не уходит из них, и не помогает себе, и не спасает себя сама. Потому что, знаете, есть такая вещь, не страшно себя потерять, страшно к себе не вернуться. Вот это страшно. То есть, да, мы можем там пройти какой-то этап, где мы даже сломлены, такое может быть. Но если вы не боретесь за себя, да, страшно за себя не бороться, то никто за вас особо бороться и не будет. Потому что, по большому счету, только мы сами себе нужны в первую очередь. Вот, к сожалению, вот так. Чем опасно длительное воздействие кортизола и адреналина? Я не нутрициолог, хотя я эту тему когда-то какое-то количество лет назад изучала, когда она только зарождалась. Сейчас она более развита. Я как бы не апгрейдила эти знания, но тем не менее я все равно изучаю постоянно, как работает гормональная система, потому что я люблю, чтобы знания были целостны. Я люблю упаковывать все с разных модальностей. То есть как работает наша психика,
как работает наше тело, гормональная система, как работает наш тонкий план, потому что это все взаимосвязано, это единая система. Мы многомерные существа, дух, душа, личность, тело. И с точки зрения тела, когда человек постоянно находится на кортизоле и на адреналине, это гормоны, которые они делают выброс, организм выбрасывает в той ситуации, когда нужно принять решение и сделать действие. Вот, допустим, адреналин, когда выделяется адреналин, распаковывается большое количество сахара в этот момент. Почему? Для того, чтобы у нас была энергия на бей, беги, или замри. То есть чтобы на то, чтобы мы что-то сделали со своей жизнью. Но если мы этого не делаем со своей жизнью, это поворачивается против нас. Оно нас разрушает. Потому что, опять-таки, если выброс адреналина случился, этот сахар мы не отработали, потом его надо куда-то деть. Во-первых, этот сахар достается из запасов печени, которые глюкоза хранится. И мы истощаем себя, мы истощаем свою энергоструктуру. А вот эти все запасы, которые там есть, они нужны нам для экстренных ситуаций, которые действительно, если случилась опасность. Но мы это израсходуем постоянно, израсходуем, истощаем себя. Кстати, на уровне энергетики то же самое происходит, истощение человека. И таким образом мы опустошаем свой спасательный круг, который нас может спасти в кризисные моменты. Нам потом нечем реагировать и нечем действовать. И поэтому, когда уже нужно что-то сделать, человек не может этого сделать. Он не может не принять решение, не действовать, он не способен, потому что израсходован весь ресурс. Плюс из-за того, что не расходуется вовремя, этот импульс не реализовывается, этому импульсу, когда выделяется кортизол и адреналин, нужно куда-то деться. Если вы знаете закон сохранения энергии, энергия она никуда не исчезает и никуда не девается, она просто трансформируется. И когда у нас случается выброс этот гормональный, а действие не сделано, мы не убежали, мы не решили вопрос, мы не отразили этой энергии нужно куда-то направиться. И она тогда направляется на нас самих. Она направляется, включаются аутоиммунные заболевания, либо раковые заболевания. Мы разрушаем сами себя, разрушаем свое физическое тело. Очень сильно страдают почки, неимоверно страдают. Почки очень сильно страдают, надпочечники очень сильно страдают. Если почки высыхают, от этого они высыхают, нарушается электролитный баланс вообще всего тела, всего организма. Начинаются отеки, это влияет на сердечно-сосудистую систему, происходит отек мозга. Это влияет потом в итоге на все. И наша физическая система, она пытается исцелиться, адаптироваться, но она разрушается. В этот момент просто наша система физическая разрушается, мы себя убиваем. То есть если мы не расходуем вовремя этот гормон, мы просто занимаемся самоубийством. И это вот эта проблема, знаете, когда люди в нездоровых отношениях херачат друг друга, нападают друг на друга. Им нужно скооперироваться и нападать на свою проблему, вместе ее решать. Вот так и здесь получается. Мы атакуем в итоге себя. Если мы не совершаем тех действий, которые нам нужны, мы потом атакуем сами себя и разрушаем себя. Поэтому это опасно. И, конечно, от этого рождается огромное количество болезней. А что я еще хотела добавить? Смотрите, у нас наша гормональная система, она работает по определенному уже выстроенному психологическому типу реагирования. То есть это рождается все с детства. То есть если на нас родители нападали, критиковали, нападали. Другая форма нападения, пассивная форма нападения, есть недостаток любви, когда они нас игнорировали. Это тоже насилие. У нас тогда в детстве была приучена система реагирования через выброс адреналина и кортизола. Мы этому обучились, это наша выживательная была стратегия. Но когда мы становимся взрослыми, эти системы надо перестраивать. Через психотерапию обязательно нужно перестраивать, и этот вопрос можно решить. И опять-таки здесь и перестраивается модель любви, где вы будете действовать уже
любить не на адреналине, потому что это не любовь, а зависимость возникает тогда. А когда вы будете любить на окситоцине и серотонине или дофамине, ну, у кого какая система сформируется, это здоровое. В этой системе любви есть спокойствие и есть классное удовлетворение. И там есть действительно место для зарождения любви, а не зависимости. И когда здесь все равно нужно идти в терапию так или иначе. Вы не перестроите эти все вещи сами. Либо сами идите учиться на психолога. Вообще, как по мне, вот такие образовательные процессы, психообразовательные процессы, они должны даваться вообще в школах, чтобы люди понимали, что с их психикой происходит. Я знаю, кстати, многое количество мужчин, которые просто прошли обучение психологии для того, чтобы понимать себя и понимать этот мир. И это вообще здраво. И то есть нужно идти для того, чтобы перестроить психотерапию, и для того, чтобы перестроить свою гормональную систему, нужно идти обязательно в тренировки. Поэтому вы можете обращаться к Виктории, она вас будет тренировать. Вы можете обращаться ко мне, мы можем в тандеме работать, чтобы вам помочь. Нужно отрабатывать это тоже адреналин, который застрял в ваших клетках. Его там дофига. И когда вы идете в терапию, я всегда всем своим клиентам рекомендую обязательно подключать тело. Если вы делаете это в тандеме, это вообще шикарный, тогда быстрый процесс исцеления происходит. Поэтому, если вы хотите действительно изменить свою жизнь, а не просто смотреть видео, наблюдать за чьей-то жизнью, если вы хотите создавать свою жизнь, которая будет вам интересна и вкусна, то нужно с этим поработать.